Ребята, всем огромный привет, с вами Аня, и сегодня будет для вас такая реально для меня тема безумно личная, про которую я еще тут не говорила на этом канале, про историю мою. Я думаю, что многие уже из вас, в принципе, это как бы замечали, что у меня чуть странная речь. Это все из-за того, что, да, я заикаюсь. Мне вообще кажется, что снять для меня вот это видео, это будет очень важный шаг. Из-за того, что раньше я постоянно скрывала, скажем так, эту тему. Не то чтобы прям скрывала, но в случае, если там что-то типа у меня, допустим, не получалось первый раз сказать, у меня было заикание, я просто снимала, ну, еще раз, да. Вот. Потом все, конечно же, я все это убирала вот сейчас было. Я все вот это убирала на монтаже. Вот, но я думаю, что все равно вы многие, думаю, поняли. И думаю, что для меня это огромный шаг, и мне это реально нужно с вами всей этой историей сегодня поделиться. Рассказать немножко об этой, я не знаю, я даже не сказала бы прям об этой проблеме, я бы сказала бы об этой особенности, вот, не знаю, пусть будет это моя, не знаю, фишка, не знаю, особенность, изюминка или еще что-то. Ну что, поехали. Да, и уже вот сейчас я не буду, короче, по второму разу все тут пытаться вам рассказать, что было прям идеально, без всяких запинок. Нет, сейчас с вами буду открытая, прям как, знаете, голая, просто без одежды, и для меня это реально сложно. Вот, поэтому, пожалуйста, поддержите меня лайком под этим видео, и я буду очень рада, если вы еще оставите свой комментарий, что вы вообще об этом думаете, не знаю, может быть, слова какие-то поддержки или еще что-то. Моя история начинается где-то с лет 3. Мама мне говорила, что я где-то там в 3 года стала уже заикаться. У меня, я думаю, что это есть и генетика. У меня заикался мой папа, но он абсолютно не комплексовал по вот этому поводу, что не скажешь про меня. В школе, не знаю, там в школе до лет, наверное, 11, я, в принципе, и не думала, что что-то со мной не так. Я думала, что я, ну, типа, обычная, и вот именно поэтому я не комплексовала, не боялась там отвечать, я постоянно руку поднимала, отвечала, и все, короче, в вот этом духе. А потом как-то все, короче, изменилось. Я не знаю, я думаю, что я, в принципе, сама увидела, что я не такая, или, быть может, это были окружающие люди или что. То есть мне явно кто-то об этом сказал, что у меня там, не знаю, ты так странно говоришь, там, или что-нибудь типа там, что ты заика или еще что-то. Но я на самом деле всего это не помню, но мы же знаем, что наш мозг умеет всю вот такую травмирующую нас информацию удалять ее из памяти, поэтому я сейчас этого не помню. Ну вот прям еще такой в самый переходный возраст, я прям очень сильно по вот этому всему переживала по этому поводу, поэтому я не поднимала уже руки, хоть я и знала правильный ответ, мне было просто страшно. Типа, блин, а вдруг я вот сейчас, ну там, не знаю, заикнусь, или вдруг еще что-то. И я стала прям ощущать, что я неполноценный человек. Да, это было, конечно, сложное время. Я в школе была отличницей. Нет, ну не прям отличницей, но была хорошисткой. Но 11 класс у меня были одни девятки, одна была
десятка даже по математике, да. Это необычно, не по физкультуре, а по математике. На самом деле было сложно очень. У меня были еще ссоры с родителями на эту тему. Они пытались сделать, конечно, для меня лучше, но они иногда указывали мне на вот эту речь мою, да, и мне было от этого еще хуже. Из-за того, что я прям ощущала, что я, короче, не знаю, не такая. Мы это, конечно же, пытались лечить. Я была в разных больницах, я с логопедом работала, но там меня учили говорить вот так. Всем привет, меня зовут Аня, мне 24 года. Сейчас я живу в городе Вроцлаве. Я из города Бреста. Конечно же, когда говоришь вот так, с такой расстановкой, в принципе, можно даже и просто так говорить, и это будет мне проще из-за того, что у меня заикание из-за сбитого ритма речи. А вот с вот этим всем он у меня прям начинает выстраиваться так плавненько, все ровненько. Но я потом к логопеду перестала ходить, просто не знаю, мне было сложно все вот эти такие занятия, и я думаю, что самая была вещь важная, это, конечно же, психологическая работа. Вот, у меня ее особо не было, поэтому ты, конечно же, можешь прям вот знать, как идеально все говорить и все такое, но когда ты находишься уже не в идеальных условиях, то, ну, там, не знаю, на улице, да, там, то в целом страшно просто спросить что-то из-за логофобии. Это, короче, такая боязнь речи, что мне просто страшно общаться, что вдруг узнают, что я заикаюсь, вдруг это услышат, и т.д., что же будут думать обо мне, что я какая-то больная или еще что-то. Но еще просто необходимо тут, конечно, отметить, что у меня были отличные одноклассники, они меня никогда за это не стебали, не ржали, не знаю, не издевались, ну и в целом ко мне прям отлично относились в школе. К слову, из-за вот этого, ну, из-за того, что у меня есть заикание, я не сдавала устные экзамены в школе. Вот. Да, я сейчас с вами еще более-менее здесь общаюсь, но на прям огромном стрессе я вообще слова не могу сказать, у меня вот ком в горле здесь и все. И вот это не получается ничего. Хочешь что-то сказать, но у тебя просто не получается. Для меня сейчас это прям как coming out, но не в теме ориентации, а именно в той теме, что да, я, конечно, не идеальная, все мы не идеальные, у нас у всех есть там свои какие-то особенности, свои черты, свои, не знаю, изюминки, и вот у меня, да, есть такая история. Что касается причин, ну, я думаю, что у меня есть, получается, генетика, и еще я прям помню, что где-то вот там в 2, наверное, там года, в 3, я прям отчетливо помню, что меня испугала большая собака. Мама там и все мне говорят, что этого не было или что, но я вот прям помню, скажем так, отчетливо, что меня испугала собака. И, ну, я, конечно, честно говоря, на 100% не уверена, что это сон был там или еще что-то, или, может, какая-то это моя была такая фантазия, но мне кажется, что вот это был фактор, да, из-за которого все это пошло. То есть я думаю, что я бы могла бы не заикаться, но просто генетика еще и плюс стресс, вот эти нервы, скажем так, испуг, и вот это все, получается,
привело к запуску вот этого механизма. Что сейчас? Мне на самом деле сложно общаться по телефону. В жизни проще, просто из-за того, что там есть этот контакт зрительный. Я вот не знаю, кстати, но в принципе общаться легче вживую мне, чем вот по телефону. Сейчас, да, вот у меня обычная жизнь, я прям даже не скажу, что это сильно влияет прямо сейчас на меня. У нас сейчас 21 век, у нас есть онлайн-записи, у нас есть онлайн-общение, поэтому даже как бы не обязательно общаться, ну, вот так много именно по телефону. Я, кстати, думаю, что я вот еще открыла вот этот мой канал, просто из-за того, что для меня важно говорить больше, то есть практиковать свою речь, и я заметила вещь, что чем больше я говорю, чем больше я там книг вслух читаю, тем у меня речь лучше. Да, поэтому, скажем так, вот этот блог — это еще про вот эту мою такую терапию для себя, для того, чтобы улучшать речь мою. Ну, в принципе, вот так, ребята. Вот эта история моя. Я просто безумно рада, что я сегодня с вами всем этим поделилась. Для меня это очень-очень-очень важно и ценно. И всем вам огромное спасибо за просмотры. Делюсь этой историей. Я думаю, что может кому-то это станет полезно, тем, у кого тоже есть похожая особенность, что вы не одни, ребята, и что все у нас выйдет, мы молодцы, умнички, и что мы не нормальные, мы тоже обычные люди, просто с маленькой особенностью. И я вам всем желаю, главное, не замыкаться в себе, идти вперед к целям, и все будет классно. Все. С вами была Аня. До новых встреч. Пока-пока. Еще у меня есть одна просьба, это не жалейте меня, не надо мне там, я не знаю, что-то писать очень жалобного там или еще что-то. Я совершенно человек полноценный, у меня все классно, я вам в этом всем не жалуюсь. Это просто есть, это просто данность, и это просто история моя. Есть люди, у которых все еще хуже, у них там нету рук, ног или не дай бог что хуже. Поэтому в этом плане я человек счастливый, и главное это ко всему относиться с позитивом, с юмором, шутить, кстати, тоже очень даже неплохо над собой и над своей речью. Вот. Ну все, тогда я с вами еще раз прощаюсь второй раз, плакать уже не буду. Это были эмоции счастья, что я наконец-то об этом поделилась, и я сейчас буду наконец-то сама собой, не пытаться все по 7 раз перезаписывать, скрывать или еще что-то. Да. Всем пока-пока-пока. Не унывайте, мы сильные, все мы сильные, и все классно. Все, пока, до новых встреч.